Я отжимался в горизонте 1000 дней, и вот как это было. Смотри ролик до конца, и ты узнаешь, как делать то, что могут единицы. Горизонт. Элемент, который удивляет людей во всем мире. Но что если начать в нем отжиматься? Каждое волокно твоего тела испытывает на себе перегрузки, которые и представить не могло. Сила – это только часть. Маленькая часть того, что тебе предстоит изучить. Каждое промежуточное положение будет требовать контроля. Каждый миг выжима будет требовать максимум сил. Каждая секунда – это вызов самому себе. Повтор за повтором, выжим за выжимом. Ты будешь опускаться ниже, зная, что уже делаешь невозможное. И каждый взлет будет новым шагом. Шагом, который сделает тебя тем самым 1%. Первые успешные попытки были техничными и резкими. Поначалу не хватало уверенности, и каждое успешное отжимание было для меня сюрпризом. Да, технике еще было куда расти, но точка отсчета была поставлена. Со временем такое отжимание стало неотъемлемой частью моих тренировок. Сотни и тысячи повторений делали меня крепче и увереннее. Теперь я в себе не сомневался. Я точно знал, что смогу, но этого было мало. Пришла пора подняться на новую ступень. Сотни часов и тысячи попыток заложили мощный фундамент для нового рывка. Я стал работать над техникой. Теперь моей главной задачей было не просто отжимание, а сделать его так, чтобы тело, подобно натянутой струне, было жестким на протяжении всего движения. Единое целое и ни одного лишнего движения. Я совершенствовался. Тело стало привыкать. Интерес не пропадал, но такие тренировки стали рутиной. Застой. Это меня пугало. Даже в связке элементов отжимание так и оставалось просто отжиманием. Движение стало для меня привычным. Пришло время для креатива. И я решил повысить уровень сложности нестандартными заходами. Новый подход – это новые ощущения и новая нагрузка. Глоток свежего воздуха. Я был готов его сделать. С каждым разом я делал все сложнее, больше, дальше. Даже самая простая с первого взгляда перепрыжка давала колоссальные нагрузки. Гасить ускорение от движения и стабилизировать себя было чем-то новым. Мышцы были не просто шокированы. Они снова вспомнили те невероятные перегрузки, которые были вызовом в самом начале пути. Болел трицепс, болела трапеция, не успевала восстановиться спина. Даже уставшим, даже с упадком сил я шел на площадку, чтобы снова это сделать. Сделать себя сильнее. Время шло, и аппетиты росли. Отжимание преобразилось. Теперь даже горизонталь не казалась конечной точкой. Амплитуда выросла до пика стандартного исполнения, а движения, которые поначалу казались резкими, стали взрывными. Все больше и больше я хотел оторваться от земли. Стойка на руках – это одно, но вот взлететь в горизонте – это что-то особенное. Взрывная сила – это то, без чего оторваться от земли не получится. Для ее прокачки в ход пошли отжимания на полу нижним хватом. Цель этих тренировок заключалась в том, чтобы это движение стало для меня простым в исполнении. Без напряга, без пружины, без техники. Условная изоляция. Нагрузка большая, и взрывная сила тает за пару попыток. Выносливость. Чем ее больше, тем больше возможностей прокачаться. В ход пошел один из козырей. Сам по себе дедпланж более чем сложный элемент, но как насчет отжиматься в нем? Это решение далось мне легко. Спустя месяцы тренировок я отскакивал от пола словно попрыгунчик. Пришло время сделать последний шаг. Как и во всем, нужно было наработать особую технику. Множество попыток, куча правок и анализа. Отжимания были разными. За тренировку я был способен сделать до 7 таких продуктивных отжиманий. Нечестно мало. Я отдавал всего себя. Важно было контролировать свои порывы. После 7 раз от начальной мощи и следа не оставалось, а шанс травмироваться все рос. Огромное желание, когда ты так близок к цели, но вынужден терпеть. Каждая тренировка – холодный расчет. Грань, когда я мог сделать элемент мечты, была размыта.
Я так долго был на волосок от ее исполнения, что сложно поймать момент. Но он есть. День, когда я коснулся руками за спиной. Эмоции того момента невозможно передать словами. Это не победа на соревнованиях, нет, это нечто другое. В самом начале пути я считал это невозможным, но теперь я это сделал. Мечта стала явью. Радости не было предела. Но означает ли это конец пути? Нет. Каждая вершина – это новое начало. Застой. Это меня пугает. Я продолжу свой путь, а ты начни свой. Вот и пришло время раздела, в котором я расскажу тебе, как правильно и наиболее эффективно тренировать свои отжимания в горизонте. Во-первых, не зацикливайся. Твоему телу нужен отдых и разгрузка, поэтому важно чередовать типы нагрузок в тренировках. Для увеличения общей силы и выносливости отлично подойдут выжимы и опускание горизонта в стойку. В разгрузочные дни стойка на руках будет укреплять твои плечи. Нескольких попыток за тренировку на максимум будет мало. Попробуй отжиматься в стойке на руках, а также в упоре на брусьях. В противовес малому количеству идет очень большое. Выполняй отжимания в хорошей технике. Исполняя криво, ты только закрепишь свои ошибки. Это собьет тебя с пути. Комфортным количеством отжиманий на тренировке будет от 5 до 15 в день. Не гонись за цифрой. Лучше сделать один раз хорошо, чем 3 кое-как. Слушай свой организм и ориентируйся по ощущениям. Иногда можно превзойти свой лимит, а иногда стоит понизить планку. Общайтесь с опытными атлетами и заходите в наш телеграм-канал. Прогресса и удачи в тренировках!